Всем привет! Вы на канале Вуаля Аз, и с вами я, Ирада. Сегодня хочу испечь необычайно вкусный, нежный и очень легкий в приготовлении пирог к чаю. Помимо того, что пирог с вишней безумно вкусный и готовится очень и очень быстро, как говорится, на скорую руку, у него есть еще одно преимущество. Этот пирог печется из самых обычных продуктов, которые имеются в каждом доме. А вишню можно поменять на любые замороженные ягоды или сухофрукты, например, изюм или чернослив. Что ж, я начинаю. Всем приятного просмотра! И пока я буду делиться своим рецептом и опытом, как приготовить пирог с вишней, вы можете подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Для приготовления пирога с вишней мне понадобится мука, сахар, яйца, катык. Его можно заменить на сметану с низкой жирностью. Масло, замороженная вишня без косточек, питьевая сода, конечно же, ее можно заменить на разрыхлитель, и ванильный сахар. Также мне понадобится кукурузный крахмал для обваливания замороженной вишни, а для посыпки орехи и сахарная пудра. Желательно, чтобы все продукты, кроме замороженной вишни, были комнатной температуры. А вишню надо будет достать из морозилки непосредственно перед применением. Перечень и количество всех ингредиентов оставлю под видео. Итак, масло сразу ставлю на огонь и растапливаю, после чего даю ему немного остыть. Яйца кладу в миску и взбиваю 5-6 минут. Яичная масса должна увеличиться в объеме в несколько раз. Пока работает миксер, я просеиваю муку. Я всегда перед выпечкой просеиваю муку, так пироги, да и любая выпечка получается более пышными, воздушными. Из муки удаляются посторонние примеси, и она обогащается кислородом воздуха. И вот, яичная масса стала пышной и увеличилась в объеме в несколько раз. Уменьшив обороты миксера, добавляю питьевую соду, ванильный сахар и сахарный песок в несколько этапов. При желании можно даже приостановить миксер, чтобы сыпучие ингредиенты не разлетались по сторонам. Все вместе взбиваю еще 5-6 минут. Отмечу маленькую тонкость. Миска, в которой будете взбивать яйца, и насадки от миксера, или же веничек, если будете взбивать веничком, должны быть сухими. И еще желательно, чтобы все продукты для вишневого пирога были комнатной температуры. Пирог не капризный, и он поднимется в любом случае. Но, работая с продуктами комнатной температуры, вы облегчите труд себе любимой. А пирог получится более воздушным и пористым. Затем добавляю катык, перемешиваю пару минут. После добавляю масло, мешаю еще минуты 2. Параллельно измельчаю в блендере орехи. Теперь добавляю в несколько этапов муку и размешиваю тесто.
При необходимости можно чуть-чуть помочь миксером или веничком. Я так и делаю. Меняю насадки от миксера и мешаю буквально несколько минут до получения гладкого теста без комочков. Тесто по густоте должно получиться примерно как тесто оладий. Итак, тесто готово. Включаю духовку, немного нагреваю противень и хорошенько обмазываю его маслом. Половину теста выкладываю в противень, так, на глаз. Обваливаю замороженную вишню в кукурузном крахмале и насыпаю поверх теста. У меня вишня осталась от вишневой наливки. Я ее заморозила и теперь по мере необходимости достаю и использую в разных пирогах и кексах. Вишню можно заменить на замороженные ягоды, абрикос или сливу. А также можно использовать сухофрукты, например, курагу, чернослив или изюм. При желании предварительно можно ягоды или фрукты замочить в ликере, коньяке или роме. Затем откинуть в сотейник, после чего обвалять в крахмале. Если нет крахмала, то можно обваливать ягоды или фрукты в муке. Заливаю остаток теста. Для более равномерного распределения теста пару раз слегка стучу противнем об стол и затем даю ему отдохнуть примерно 10 минут. Сверху насыпаю измельченные в блендере орехи. Ставлю противень в заранее нагретую до 200 градусов духовку и пеку при температуре 180 градусов 50 минут в режиме нагрев снизу с конвекцией. Достаю пирог из духовки. Его готовность можно проверить зубочисткой или шпажкой. У меня противень глубокий, поэтому я пеку пирог долго и при не очень высокой температуре. Вы же ориентируйтесь на свою духовку и противень, так как время выпечки может отличаться на 10-15 минут. Пирог испекся, даю ему немного остыть и вынимаю из противня. Сверху посыпаю сахарной пудрой и вуаля! Необычайно вкусный, нежный и очень легкий в приготовлении пирог с вишней готов. Этот пирог готовится очень быстро и просто. Он получится у всех из первого раза. И несмотря на то, что он готовится из самых заурядных ингредиентов, которые имеются практически в каждом доме, его можно смело подавать на праздничный стол. Обязательно приготовьте пирог с вишней для себя и для своих близких. Он настолько неприхотлив и отнимает так мало времени, что его спокойно можно испечь и в будние дни после работы к чаю. Друзья, я была рада поделиться своим рецептом этого необыкновенно легкого приготовления и необычайно вкусного пирога. На моем канале вы можете найти видеорецепты разных пирогов на скорую руку, бюджетные, на каждый день и для застолья. Как говорится, от А до Я. Ссылку на плейлист оставлю под видео, а также в подсказке в верхнем углу экрана.
Надеюсь, мое видео понравилось вам. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Или же просто заходите в гости. Будет интересно. А я буду рада встрече с каждым из вас. Пока-пока и до новых встреч!